Приветствую, дорогие друзья, с вами Инкантадор, и сегодня я играю в игру Gremlins Inc. Gremlins Incorporated. Это игрушка, фактически настолка. Это настольная игрушка на компе, пошаговая, с карточками, кубиками и всеми сопутствующими причандалами. Мы играем гремлинами в стимпанковском сеттинге и стараемся стать самыми успешными и зажиточными, немножко такими вот злобненькими существами и, собственно, стать самыми лучшими в этом Clockwork Town, стимпанковском городке. Игрушка, что интересно, локализована на массу языков, включая русский, украинский, польский и многие другие. Есть мультиплеер, есть синглплеер, туториал, game rules, бла-бла-бла. Сразу будем переходить в геймплею, и я покажу, что там к чему. Цель, как правило, не как правило, а всегда достичь какое-то количество очков быстрее, чем другие наши соперники. И дополнительные там, как бы, регалии дают за то, если это мы сделаем в определенное количество раундов. Вот, например, здесь я за 20 раундов уложился. Ну, собственно, мы и начнем. Здесь есть и другие режимы игры, где уже включаются разные способности персонажей. Персонажи могут объединяться против нас и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я начну с самого простенького. Против компьютерных болванчиков. Поиграем. Итак, в начале игры предлагают нам стартовую руку. Мы можем какое-то количество карт сбросить, изменить их на другие. Я особо сейчас этого делать не буду. Сразу скажу окей, что далее, с чем мы начнем. Сразу побежал какой-то товарищ куда-то. Ну вот, вот это вот наш город. Вот это вот локации, по которым мы можем ходить. Направление между этими локациями. Направление перемещения между локациями. Количество очков, цель. Достигли, не достигли по количеству раундов. И вот, собственно, наш персонаж. Что у нас есть? У нас есть золото. И если его больше, чем у других, у нас вот здесь вот загорается. Мы самые богатые. Есть голоса. Это голоса дают нам возможность победить в выборах, стать губернатором. И это даст нам дополнительные бонусы и плюшки. И наша злобность, зловредность, так сказать, которую мы можем накапливать. И если мы особо зловредные, там на нас тоже могут влиять разные нехорошести. Плюс на выборах мы можем не особо победить. Ну, это такое. Это вот что у нас есть. И у нас есть 6 карт. 6 карт. Если мы какую-то карту использовали, она сразу же заменяется на другую. У карты есть специальные свойства. Если вот нажать здесь такую кнопочку, то не всегда сразу показаны. Вот я пока уберу. Скажу сразу. Арт замечательный. Мне нравится стилистика. Оно реально такое тематичненькое, юморное. Как мультик в стимпанковском сеттинге такой получается. Итак, что у нас здесь? У каждой карты есть move points, это очки движения. То есть ходим мы картой. И также у карты есть стоимость, не у каждой, некоторые бесплатные, но у некоторых карт есть стоимость. То есть использовать ее можем как карту активную, не как карту движения, а как карту активную в определенной локации. Вот спот показано здесь. За определенную сумму. И вот здесь вот сразу включается главный элемент механики, что мы должны очень внимательно смотреть, думать, какую карту жертвовать на движение, а какую придерживать, пока мы дойдем до нужной локации, и там ее сыграем и получим плюшки, которые нам эта карта дает. Вот здесь вот пишется, что нам эта карта даст. Вот я переключу теперь на вот этот режим. Там, где колесико, показывает, какой она дает нам плюшку, бонус. И если это колесико с таким зеленой точечкой, то эта карта у нас еще здесь вот появится как на постоянную, и она будет с нами, и будет этот бонус давать всегда. Например, вот эта карта дает плюс 20 к нашему доходу каждый раз, когда мы проходим точку дохода. Вот, если мы останавливаемся на точке дохода, у нас двойная наша сумма. Вот сколько мы получаем при проходе доход, сколько мы получаем при проходе взятка. Вот это вот взятки, вот это доход, вот это полицейский. Вот нам подсвечивают, что может быть.
полицейский. А чего же он подсвечивает? Чего-то подсвечивает. Ну, неважно. Вот здесь мы можем выйти на трибуну, попробовать наши силы, рискнуть, вложить какие-то деньги на то, чтобы нам дали голоса. Здесь мы можем просто покрутить рулетку и получить либо хорошесть, либо нехорошесть и так далее. Вот, собственно, вот это основная механика. Здесь несколько таких основных локаций, где можно получить сделать какое-то постоянное действие. Например, вот в офисе мы можем продать 1 голос за 100 голды. Здесь мы можем на заводе посидеть еще целый ход и получить плюс 50 голды. Вот. И так далее, и так далее. Здесь вот есть злобная зона такая и тому подобное. Ну окей, давайте я покажу, как мы тут ходим. К примеру, так, я начал здесь. Это хорошая карта. Ну, чтобы долго не мурыжить, куда-нибудь пойдем. Вот, карту пожертвовал, мне появилась другая карта. Я попал на зону риск. И здесь я бросаю кубик. Если единичка, мне какая-то неудача придет, все остальное пронесло. Но я могу купить страховку за 40. Ну, я обычно не покупаю, я рискую. 4, все хорошо, все прошло нормально. Теперь ходят наши оппоненты, а я еще немножко расскажу, что тут есть. Вот здесь у нас карты, сколько всего карт в колоде. Они когда заканчиваются, они потом перетасовываются. И вот мой оппонент получил какой-то misfortune. Здесь можно внизу посмотреть на треке, кто что получил. Например, что там у него случилось. У него какие-то грязные слухи. Он теряет 1 голос, получает 1 злобность. Вот, кстати, у него уже 7 злобностей. Ничего так. Это только 2-й раунд. Ну окей. Итак, где я? Я вот здесь. Ну, например, я хочу попасть вот сюда, пока у меня есть деньги, и попробовать взять вот эту вот карту, потому что она достаточно хорошая. Как я могу сюда попасть? Сюда я могу попасть вот этой картой, но здесь также есть какая-то штука. Ага, если я ее использую для движения, я получу 1 злобность. Не страшно, поехали. То есть я иду сюда. Вот я получил и взятку заплатил, и доход получил. Пришел сюда, играю карту как action. Теперь вот, у меня получил бонусы за action, получил победные очки. И теперь я могу еще дополнительно за счет свойства самой локации увеличить за 50 голды, увеличить на 10 мой доход. Он и так не маленький. Собственно, не могу, потому что у меня нет 50. Ну, собственно, нет. И так далее. Здесь очень часто, есть еще дополнительная такая штука, очень часто попадаешь в тюрьму. И когда попадаешь в тюрьму, ты там пропускаешь какое-то количество ходов, но в тюрьме ты можешь выбирать свое поведение, хороший, плохой, нейтральный. И тоже дотянешь карты тюрьмы, и карты тюрьмы могут и ресурсы приносить, и досрочное освобождение дать, и кому-то какую-то подставу сделать, там с прокурором договориться и так далее, и так далее. Достаточно интересные события происходят. Так, вот, кстати, у меня постоянная карта, каждый раз, когда я... ну, собственно, пока у меня эта карта есть, у меня плюс 20 дохода. Ну и замечательно. И вот так вот мы ходим. Значит, какие же здесь есть? Здесь вот на этой локации я misfortune получаю, если здесь остановлю, если пройду такую локацию. А если остановлюсь на ней, то мой оппонент выберет из 2 вот этих вот неудач ту, которую я получу. В казино можно покрутить, да, либо потерять, либо получить немало денежки. Инферно, ты сбрасываешь все карты, это обязательно, и получаешь 100 денег и 1 зловредность. Вот, собственно, и так далее. Достаточно неплохо попадать на вот эти вот точки выбора, останавливаться на зоне income, доход, чтобы получить двойной доход. Потому что, например, вот я потратился сейчас на карту за 400, и вот я уже почти никакие карты не могу активно использовать. То есть мне надо где-то походить, насобирать денежек, где-то поиграть, где-то порисковать.
и думать, какой картой жертвовать. Например, вот я пойду вот этой картой вот сюда, к примеру. Да, карта ушла, и вот я могу пропустить, я могу не делать ставку, но я попробую поиграть. 6, отлично, 100 денег пришло. Что я хочу сказать про эту игру? Она интересная. Она неторопливая. Вот ходишь, тянешь карты, выбираешь маршруты, по которым идти. Достаточно много вносит вот эти вот карты неудач и неприятностей. То есть иногда так уже все выстроил, проходишь вот эту вот такую зону, и бабах, тебя там, например, все финансы пополам. Ай-яй-яй. Очень мне нравится попадать в тюрьму, и там тянешь карты и пытаешься там накапливать очки. Кстати, experience, определенный опыт накапливается в тюрьме, и чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя, чем больше ранг в тюрьме, тем более крутые карты начинают идти из колоды карт тюрьмы. Рекомендую ли я эту игру? Я бы сказал, да, но здесь нужно понимать, что здесь большой динамики нет. Здесь именно вот такой экономическо-случайный подход, где и карты случайно тянутся, и кубики кидаются, и может быть вот рандом тут таки влияет достаточно, но внезапно интересно его преодолевать. То есть она симпатичная, она не напряжная. Порой бывают ситуации, когда ну вот, у тебя уже там, вот нужно 20, у тебя уже 18, а ты все гоняешь по этому кругу, гоняешь, и вот просто не попадает то, что тебе нужно. Пытаешься как-то либо денег накопить, и ты бабах их теряешь. Вот такие ситуации могут не всем прийти по нутру, не всем нравится. Но мне почему-то вот запала. Вот какая-то вот она с душой сделана. И красивенько, и звуковые эффектики, и баланс, в принципе, есть какой-то вот выверенный. Мне понравилось. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, жмите лайк. Всех благ.